Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно ли тебе что? Взять печеньки, готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы продолжаем с тобой смотреть Totally Spice, и это 5-я серия 1-го сезона. Соответственно, мы передаем привет и говорим спасибо Дарье Добриной за поддержку канала, за спонсорство, за то, что выходит этот проект у нас на канале. Вот, передаем привет, говорим спасибо. Все, кто смотрит, тоже говорят спасибо. Вот так вот. Вот так вот. Так вот. Молодец, спасибо. Молодец, спасибо. Что, смотрим? Да, давай. Вот мы идем, А и что нет так преград. было? Нас не остановить. Вот мы идем, не ждем наград. Нам нужно победить. Totally Spice. Вчера, короче, посмотрели мы тоже Totally Spice. И что вы думаете, Аня пошла делать? Спать надо, ложиться спать надо. Спать после просмотра. Аня пошла искать экспудреницу, где купить. Она Так и не нашла. Ну, мы много вообще-то выяснили. Что вы? Мы выяснили, что целые игрушки со всякими гаджет-приблудами продавались в 2004 или каком-то году. Целыми наборами, в том числе экспудреница. Вот, оказывается, там все это прям Да, под мерчом она Totally есть. Spice. Да, И есть на eBay. есть бэушные на eBay, за 7 тысяч аж целых продают такую вам экспудреницу. Экспудреница с наклейкой Джерри, вроде бы как с одной стороны, и с другой стороны магнитным карандашом можно рисовать вот это вот. Помните, рисуешь карандашом, потом стираешь, такая полоска, вот магнитная была доска прикольная. Вот там тоже такой маленький экранчик, наверное, не знаю, Я твой сантиметров... портрет нарисую. Сантиметра... Если у меня будет такая публика. Сантиметра 2 на 2 ты там не вместишь. Я помню, вот на таких-то я не мог портрет нарисовать. Всё. Ну, о господи, а ты-то художник у нас. Я, да. Да. У меня вообще-то 72 года художки. Причем из них 72 я оставался на второй Минус год. 72. 72 на второй год в первом классе оставался. Мне говорят, круг нарисуй с циркулем, а у меня, короче, овал, и они меня оставляли. Кстати, о циркуле. Кто пользовался в школе циркулем? Я, короче, даже циркулем в школе не пользовался никогда. Я такой, типа, 5 рублей, да? Я такой, круг из... Какой еще 5 круг от руки вот так пойдет? 5 рублей это еще и для мажора. Вы не видели его почерк. И не чё? видели его. Все. Я считал, у меня шедеврально все. Нет, Да, нет. да. Вы знаете, я брала у него в универе конспекты. Какие конспекты? Я не писал в универе Да, конспект. писал, ты решал. Он писал задание и ответ. И знаете, как он писал? Он писал ответ, что у него типа О на одной строчке, Т на другой строчке, В на другой строчке. Не, мои любимые конспекты вот эти вот в универе. Вот так вот. Ответ. А это У него потом, вниз всегда это я, наверное, потом... Не, у меня оно падало, знаешь, или поднималось, потому что я полулежа писал, всегда, типа, вот так вот лежал на плече, и такой, типа... А по-другому в универе не выживешь, я считаю. У меня была одноклассница, которая вот лежит тетрадка, она ее вот так вот вертикально переворачивала и вот так писала. Ладно. Я что хотел сказать? Ладно, очень интересно, А да? я просто в голове не очень эту себе представил картину. Ну вот у тебя тетрадка, вот тетрадка. А она вот так вот ее держит. Типа стоя? Да, и пишет А. вот так, и у нее было ровно все. Ничего Вот себе. так она писала. Нет, моя любимая рубрика в универе, как вот этих конспектов, знаешь, когда ты пишешь, и ты такой, типа, ну настолько впадло, еще и препод там какой-нибудь быстро болтает, и ты просто такой пишешь и сокращаешь П.К. там К-Т, на, и у тебя типа просто алфавит в несколько страниц, ты потом сидишь, открываешь прочитать, и ты такой, че я тут вообще написал? Бывает такое. Все, смотрим, как мы вообще до этого дошли. У нас тут Happy Mart. Лос-Анджелес. Бежим, пожар! Пожарное депо написано. Пожар! А, нет, это ты вон. Ищешь экспудреницу в свои 41. Детские игры.
Примерно я так тебя представляю, если что, вот как этого мужика с экспудренницей. Я так будешь ходить на работе. Говорит, до пенсии буду ее хранить. Да, ну ты. Детские игры. Я с Джерри разговариваю, не мешай личные Беверли-Хиллз, разговоры. старшая школа. Хочу пудренку. Нет. Да. Продайте свою, если есть у вас. Ты не так мотивируешь. Что же говорить, скиньтесь на пудренец. Куда скиньтесь? Я говорю, если у вас есть пудреница, и она вам не нужна, можно я куплю. Что ты будешь делать? То, что умею лучше всего. Нет. Да. Ты такая смелая. Опа, ой, красавчик. О. Я, кстати, не знаю, я не помнил, что в детстве она так много часто влюблялась. Я тут заметил, что она в каждой серии же находит себе красавчика. То принца, то музыканта, то еще кого-то. Она постоянно влюбляется. А я в детстве такого вообще не понял. Я думал, она там влюблялась 2 раза максимум. А тут реально Ты в вообще каждой... смотрел Тотали Спайс? Да. Я даже в общих чертах почти каждую из этих серий помню. Ну, типа так, вроде этот был антагонист, этот. Не прям вот дословно, но я помню, что ну, вот этого видел. А этого. 6-й сезон смотрел в универе? Да. Это вот, я помню, там была такая серия, какой-то город был, типа, и запретно было выходить. Они ходили, у всех был комендантский час, и потому что весь город был зомби, что-то такое. И они такие ходили, и никого нету, типа, пусто в этом городе. Вот такую серию помню. Это был не город, наверное. Ну, может быть, Это, скорее университетская это была. Это, скорее всего, первая серия, где у них был, типа, выпускной, они должны были поступать в универ, и там был пацан, который такой, я не хочу учиться в универе, типа, я хочу, чтобы все оставалось как есть на месте, типа. И он построил какое-то защитное стекло, или там какой-то щит, типа, невидимый. Не, в вроде не школе. та серия. В школе. Не-не, И вроде они не не та. могли выйти из школы, Не-не-не. типа. Там целый, там прям город, я помню, типа после 6 никого на улице нет. И все заходят домой сразу, как зомби, типа. И они ходят такие, время там уже за полночь, и в городе никого нет, только они типа втроем ходят. Что такое было? Это этот, как его? Резидент? Нет, фильм, где можно... Где люди прячутся по домам и выходят все преступники. Как это называется? Я понял. На ночь. Судная ночь, да. Ой, Кловер? Все в порядке? И даже больше. Я влюбилась. Ты? В брата Кэтлин? Нужно надеть ей шоры на глаза. Привет, Рик. Рада тебя видеть. Привет, Кловер. Ты не подвезешь меня домой? Видишь, какая она активная? И чё? Ну ничего, она не просто влюбляется и мечтает, она всегда действует, она Так и всегда так и подходит надо, первая. так и надо. А чё вот это вот надежду таить? Возможно, лучше, если отшьет, то отшьет. Если не отшьет, то сходить на свидание. А чё ты тут сидеть? О, такой красивый, но не подойду. Правильно подходить надо всегда. Особенно, когда девушка инициирует, это вообще великолепно, я считаю. Как же этого не Ничего хватает? самому делать не приходится. Да. Не могу, спешу в кафе. Симпатичная юбочка. Где покупала? Мне нужно найти В Заре. подарок для младшей сестры. О, его младшая сестра ни за что это не наденет. Моя мама тоже это не купит. Оставайся собой, Кловер. С собой? Ха, Рик старше нас. Ему нравятся зрелые женщины. Если тебя не любит такой, как Знаем мы вот этих вот зрелых мужчин по 30-35, которые ищут все 18-летних девочек. это есть. Девочки, мы же шпионки. Мы должны менять свою внешность. Девочки, Ты чё, усы пустил? назревает мировая проблема. Серьезные люди. Смотри, а здесь усов нету, а там усище прям видела? Типа усы. А такие усаты стоит реально. Это же это, наверное, ну типа, я не знаю, через нейронку же прогоняли, качество улучшали. Скорее всего, та нейронка подумала, что это у него прям усище и подогнала. Девочки, назревает мировая проблема. Серьезные люди не хотят работать.
Они все время играют в игрушки. Игрушки? Ты К шутишь? сожалению, это серьезно. Ух ты! Хаос станет катастрофой, если мы не остановим его. Вы станете покупателями под прикрытием. Наконец-то подходящее задание. На Тайване проходит ярмарка игрушек. Постарайтесь выяснить, что стоит за этим происшествием. Ваше снаряжение... Магнитный пояс, Он мне маловат. Магнитный пояс, наводящее запоминай. устройство приводится в действие вашей пудреницей. Очки, детекторы тепла, маникюрный набор с накладными ногтями и лазерной пилочкой. А там есть красный лак? И электронный кристалл. Отлично. И, наконец, электронный браслет. Осторожно, он еще не доработан. Мне нравится твой новый имидж, Кловер. Очень интересно. У моей мамы такой же костюм. Вопрос на засыпку. Как, вот просто как они находились в ТЦшке? Потом, ну я понимаю, когда они находятся куда-нибудь в подземной базе, да, они телепортируются, ну вот по этому туннелю. Как они из ТЦшки оказались в вертолете? Вот этот вопрос вообще кто-нибудь задумывался? Нет, реально. Этот вариант может быть только если вертолет находился близко к стене, эта стена сквозная, их затянуло, и вертолет сразу в моменте взлетел. Ну, типа, только так, потому что как можно было оказаться из ТЦшки в вертолете по трубе, я этого не понимаю, без телепортов. Ну, да, получается, они телепортировались. Ну, упали, блин, в эту трубу. Угу. А телепортов тут как бы Залетели. нету такого понятия, как... Ну, я имею в виду, в трубу прокатились Да. они. Душнило ты, блин. По трубе прокатились, вкатились туда. Это был вертолет. Да, потом вертолет, а думаю, а Это потом... как в самолете. Ты идешь по тоннелю и заходишь сразу в самолет. Да, и вертолет залетел сразу. Да? Просто это было так плавно. Это очень хороший водитель, очень хороший вертолет, что так незаметно взлетает. Так им, наверное, холодно в такой одежде. Удобно. Причем аж втроем поместились на один мотоцикл. Ярмарка игрушек, Тайвань. Сколько игрушек! Класс! Круто! Ребячество. Какие замечательные игрушки, Такая Владимира. взрослая. Ребячество. Я-то такая взрослая. Я же одеваюсь как мама Джерри. Может, я и есть мама Джерри? Сейчас они зайдут в какой-нибудь магазин и скажут, что вы купите своим детям. Реально? Да нет, ну может быть. так. Козырева. По-любому какая-нибудь шутка будет про его возраст. И не Это одна. самые лучшие на ярмарке, их обязательно нужно посмотреть. Мы знаем, с чего начать. Кози. Мы такую компанию не знаем, если что. Здорово! Мы попали в самую точку. Добро пожаловать на стенд Владимира Козырева. Спасибо. Говорят, что у вас клевые игрушки. Моя коллега хочет сказать, что ваши игрушки привлекают внимание. Да, они клевые. А, я никогда не видела в магазинах игрушек Владимира Козырева. Это новая компания. Старк. Значит, с 73-й, ними еще никто не 76-й играл? год. Это наш дебют. 78-й. 77-й. Понятно. Так они все старые, просроченные. Посмотрите наши игрушки. Откройте, вы увидите, как они притягивают, правда? Потом. Сейчас нам... Чисто, короче, на складе бэушные игрушки завалялись какие-то 10-летние давности. Новая коллекция.
До меня же только что дошло. В моде все говорят, мода циклична. Знаете, вот это вот, я помню, в 80-х, короче, вот носили все вот этот платье в горошек, короче. Я еще такой думаю, фу, как такое вообще можно носить? А потом, короче, появились там тоже в 15-х году вроде бы, опять в горошек. Я думаю, а как так? Я еще маме говорю, а почему опять все носят в горошек? Это же такая устаревшая. А мы такой, нет. Там мода циклична, все возвращается туда. А они потому что в 80-е не допродали остатки, получается, да? Прошло лето, они такие, блин, ну продадим как новую коллекцию, пошло-поехало, да? То же самое они делают. Гениальный маркетинг. Нужно позвонить. Отель на Тайване. Эх, сейчас бы в Тайвань. как ярмарка? Мы отправим вам образцы игрушек Владимира Козырева. Да, Удобно. компания новая, А твоя Всегда. купленная твоя Experience так будет уметь? Да. Что всегда? Всегда хотела так же? Всегда удивлял вот это вот, да, типа, пришлю на анализ, и сразу все испаряется куда-то, Да. и у Ну, Джерри сразу падает. по идее, если уж у Быстрее, них... чем смс-ка приходит, кстати. По идее, если уж они так могут вещи перекидывать, наверное, все-таки они себя тоже могли вертолет телепортировать. упаковка из 70-х годов. Ужасно. Что ты спишь? Девочки, Что? все игрушки в штаб-квартире из этой фирмы. Отличная тяжелый. работа, девочки, продолжайте. День тяжелый. Пока Джерри будет разбираться, займемся делом. Давайте придумаем, Вкусные как не бургеры покорить кушаю. Рика, пока мы будем сидеть в этом глупом Тайване. Тайвань – экзотическая и интересная страна, Кловер. Как я об этом не подумала. Рик, это Кловер. А пудреницу извини. И я сейчас на Тайване. Экзотическая интересная страна. Ах, как быстро. Мне так нравится, что Кловер... Что? Я хотел остановить, а ты уже остановила, и я случайно запустил. Что Кловер... Она же не первый раз так делает. Она, когда своим мужчинам звонит, она всегда говорит, ну я сейчас... На свадьбу». секретном задании я вообще-то спецагент. Да, Это в такого серии... она не Было говорит. такое в серии с музыкантом, там что-то такое, я помню. Но она никогда не говорила, что она спецагент. Ну, она что-то там тоже болтала лишнее. Там... Ну да, она такая, типа, да, я сейчас в Альпах, да. Не, что-то мне кажется, что она говорила, что она агент. А, она такая, мы шпионки, а у нее группа шпионки как раз называлась, там что-то такое. Или нет? А, ну да, она говорила, где она не говорила, что они шпионки, но она говорила, где А она. я в Париже, она что-то И с такое. кем она? Она такая, вот я вообще-то тоже певица, и вот я самым известным певцом, вот ла-ла-ла, вот это вот она начинала свое. Да. Да, сейчас она такая, я на Тайване, кушаю в ресторане. А, Джерри говорит, что о такой компании никто не слышал. Но кто-то же делает эти игрушки. Эй, что такое? Сэм, что с тобой? А, игрушки-зомбатюшки. Оу. Рик, я тебе перезвоню. Как в 6 классе. Сэм, прекрати! Получай. Никогда не понимал тех, кто бросается едой. Типа, сколько я жил на свете лет, я и сам, типа, никогда не хотел. И не понимал, как вообще у людей возникает желание броситься едой. Это так странно. Нет, нет. Сделай что-нибудь, Кловер! Она ведет себя как ребенок! А я что, ее мама? В такой одежде? Да. Даже Веди говорю. себя хорошо, или вернешься в номер. Нужно рассказать Джерри. А ты тоже, что ли? Да ты-то... Тогда... Не, мы меняем заставку с «Извините, я на пенсии», «Извините, я в яслях». «Извините, я в яслях» пошел. Джерри, привет! Смотрите, это Кловер, Кловер. Это твой юмор.
А что ты не посмеялась? Ты так же шутишь с такими же. Не всегда. Кловер, пуловер. Не всегда. Тогда хорошо шутишь. Мне так нравится, когда их так рисуют. Да. Просто я, знаешь, чему удивился? Я думаю, вот они, главные защитники этого мира. Вот они просто сидят. Вот, это весело, им нормально. Такой плюшку, блядь. Вся защита в их руках. Дай. Ну, опять! Ты поздно говоришь. Все, смотрим. Минуту запомни. О, нет! И Джерри тоже? Нужно поскорее выяснить, что это за игрушки, пока Джерри и остальные не стали детьми. То же старье, что мы видели и Реально. раньше. Ну, с другой стороны, оставить ребенка одного в отеле, она начнет плакать, скулить, придут эти все, и все запалят. Зачем лишний Мне шумик? надо было отвлечь игрушками. Ей надо было сказать так, спокойной ночи, малыши, смотрим и спать. Молоко еще можно попить перед сном. Собака Баркару. Солдат Мегатроник. Откуда ты их всех знаешь? Это старые игрушки. Королева красоты. Да. У них есть кукла-мама. Привет, кукла-мама. У мамы есть такая... А вот интересный момент. Там Н написано. Анна там написано. Анна. Мгм. Интересный момент. А вот дети не очень любят одеваться сами. Мало единицы детей любят одеваться сами. Они Я обычно не такие- любила одеваться. Они обычно такие, одевайте. И все. И ты такой натягиваешь на них там футболку, там, не знаю, колготки, штаны, еще что-нибудь такое. Вот Сэм сейчас тоже мелко. Они на нее этот костюм сами, интересно, натягивали. Такие, типа, Александр, не хочу. И они такие, давай уже. С двух сторон ее, короче, держат. А ты любила одеваться? Я не помню эти свои годы. Я вообще нет. Ну, просто у меня мама хитрая, умная. Она придумала игру для меня. Мы одевались с ней на перегонки. Вот. Я не помню, что-то она мне там давала, если я впервые одевалась. Это приз был. Но не помню какой. Надеюсь, если ты проигрывал, он давал тебе полбу. Я не проигрывала. Никогда. Да. Потому что это был абьюз со стороны мамы. Был не абьюз. Абуз. Она Абуз. просто- Абуз. Абуз? Она Абуз. просто придумала Ну, это она... хитрый она способ, чтобы я одевалась обузила, сама. да, обузила способ, чтобы ты одевалась, и поэтому ты не проигрывал. Кукла Анечка. Они были в моде, когда она была совсем маленькая. Почему? Она даже без лампочки. Кто выпускает эту Анечку? Выясним. Бежим! Тебя выпускает канал Вилка. Каждый день. У нас появились нарушители. А у тебя Избавьтесь галстук от с них костюмом не сочетается, ты навсегда. в курсе? Где вы к стилисту? Самое время поразмяться, леди. Капец. Джерри был прав. Хаос превращается в катастрофу. Самое интересное, что чтобы загипнотизировался взрослый, он должен, я так понимаю, посмотреть на эту игрушку или как-то так. И, ну, типа, зачем взрослому брать в руки игрушку и на нее смотреть? Наверное, единственное, чтобы подарить ребенку. Но не у каждого взрослого есть ребенок, чтобы покупать, а тут сливают прям всех взрослых жестко. Пора сделать маникюр. Ты думаешь? Время. А мне так нравится здесь. Прикрепить ногти. Есть!
Почему Сэм до сих пор не плачет? На Анечке должна быть этикетка. Компания Крошка Н, Россия, 74-й год. Через несколько лет производство остановили. Ты говорила, что упаковка тоже была из 70-х. Кто владелец компании? Владимир Козырев, конечно! На своей старой фабрике он делает новые игрушки. Теперь мы знаем, где искать. Где-то над Россией. Где-то над Россией, понятно? Опа, где это? Нифига. Это Москва, получается? Лид Такое было в Totally Spice. Слишком много охраны Литл. для фабрики игрушек. маленькая Нужно пройти Аня. внутрь. Или не Литл? Ой, я хочу такую же. Литл. Это я с экспудреницей. Я хочу такое. Ой, фу. У кого была такая кукла, признавайтесь? Что Ну, это? такая. Большая и Сэм, красивая. стой! Сэм! Ну, вот такая Саймон была. не говорил. Саймон сказал, остановись. Старая мамина. А Чужие чё? на территории. А это кукла и все. Ребят, Кто поставил их сюда? Это для следующей партии, Родни. а они каждый, как сказать, они по жизни таким гримом ходят, или они на работу приходят такие, блин, ну надо нашпаклеваться. Замучаешься такая. Ты же такой, у тебя руки чумазы какие-нибудь, да, в там саже какой-нибудь на работе, такой обмазался, у тебя уже грим весь Помоги грязный. мне. Ну чувствуется же, что они мягкие, что там кости, мышцы и вес другой. Эта кукла испорчена. Выброси ее. Потому что ее зовут Сэм. Захвати парочку для следующей партии. О! О! Компьютер говорит, что Сэм здесь. Эта фабрика почти как твой шкаф. А что, их сжигают, то зачем? Их же должны отправлять, типа, Сэм, на... уходи оттуда. Отправлять... Саймон велел тебе уходить! Капец. Страсти накаляются. Во что еще мы будем играть? А, это уничтожают, наверное, старые куклы и делают новые, типа, наверное. Почему они не закрывают коробки? Я спрошу. Ой, Давайте лучше поиграем в шпионов. Мы каждый день это делаем. я первая, я первая. Я вижу что-то большое и красивое. Компьютер. Молодец. Сэм такая забавная, конечно. Этот сигнал заставляет всех вести себя по-детски. Нужно найти компьютерный Причем чип. забавно, что они слили, получается, самую умную здесь. Да. И сделали ее самой глупенькой в моменте. Это прикольно. Им приходится самим быть, получается, умными и разбираться в этой запутанной И ситуации. изменить его программу. Не могу загрузиться. Пароль должен быть простым. Они подумают, что никто не догадается. Анечка. Ошибка. Анечка. Или маленькая Анечка. Анечка, Ошибка. он не знает правил. Что теперь? Идет. Мы немного задержим их. Здесь посторонние. Бежим! О!
последний тому водить. А вот и этот сам владелец. Казимиров. Что вы замышляете? Месть. Дети обожали мою Анечку, а потом выросли и забыли о ней. Теперь им нужны игрушки с этой глупой электроникой. Это костюм у него глупый. Точно. Ваша месть не поможет вернуть Анечку. Поможет. Взрослые во всем мире вспомнят ее. Я верну обратно время, когда они были детьми. И что дальше? Это какой-то глупый план. Он делает из взрослых детей. В итоге нету тех, кто может потушить пожар, поймает преступников, спасет жизнь, вылечит болезнь. Кучу людей по его прихоти погибнут, а если рано или поздно они все-таки придут в себя, они скажут, зачем я в это играл, и все равно выкинут. Короче, злодей такой себе, план злодея еще более такой себе. Да? И я хочу с вами. Можно и мне? Ну, пожалуйста. Почему вы не можете вести себя так же? Идем со мной, мой маленький. Нифига ты модный. Это они Нет, так видят Саймон русских? не разрешает. Тебе это так не пройдет. Да вроде бы уже прошло. Причем странно, может, что и на российской пройдет. фабрике клоуны работают. Если мы поймаем этот сигнал, мы никогда не вырастем, и Рик не узнает меня. Эй, я не виновата. Толкай. Куда они подевались? Какая глупая стража. Мальчик, я дам тебе А. конфетку, если ты меня развяжешь. Продался за конфеты. Владимира не видно. Ему ничего не нравится. Компьютер. Полбу. Сэм впереди нас. О, а Сэм сейчас выкинут с этого с корабля, интересно. Он выбросил ее за борт. У Нужно него поймать такой её. план, Я чтобы включаю игрушки еще и гидроскорость. ожили. Нифига себе. Это уже совсем другое. Да. Ну это уже как бы нейросеть, все дела, умные куклы захватывают мир. Почему бы и нет? Так это не Он она. обманул нас. Это кукла. Смотри, Куклы Козырева не превращают А там, знаешь, еще среди них и это Сэм идет такая. Тык, тык, тык. людей в детей. Он использует их как оружие. Мы опоздали. что для Владимира дороже всего в мире? Брюки клюш? Анечка, его радость и гордость. Мы тоже сыграем его игру. Я не понимаю. Это старый приемчик. Ты о Баркару? Мы переставим компьютерный чип из Баркару в Анечку, и он ничего не заподозрит. Так, и что это нам дает, пока не понимаю. Какой-то сложный Да, подход. типа берут его под контроль, я так понимаю. Так, магнитный ринг Я поезд. зацепилась. Ой. Эй, не Это моя будь подруга. глупым. Реально. Моя Анечка! Это последнее. Если ты сбросишь меня, она упадет со мной. Моя Анечка! Чем ты хочешь заняться сегодня, малыш? Серьезно, чувак, это же твое изобретение. Ты что, о себе не мог позаботиться? Какой жесткий развод. Вообще бред.
Вообще, причем он сам сжигал там куклы старые, я так понимаю, делал новые. И он такой, блин, ну и раз это последняя, мне она дорогая, я ее хочу спасти. Как-то странно они его купили. Ну, типа, у тебя целая фабрика, Анечек, хоть сделал миллиард себе, Анечек. Как можно было повестись именно на эту? Это странно. Еще и ну, не подумать, что они могли так сделать. Короче, странно. Владимир, нужно вернуться на фабрику и все исправить. Не хочу. Я хочу играть. Делай, что говорят, или тебе конец. У Владимира неприятности. Ладно. Беверли-Хиллз, старшая школа. Нет, Да. Просто старушка. С Мэнди Не будет. больше, чем обычно. Привет, Рик. У меня 2 билета в театр. Пойдешь со мной? Театр. Кловер, ты одета как моя мама. Эй, Рик, мы пойдем на ярмарку вечером? Конечно, Мэй. Куда ж без тебя-то? Какой Ярмарка костюмчик? пропадет. Встреча пенсионеров? Извините, профессор, вы не скажете, где здесь Профессор. администрация? Ой, я не знал! Быть взрослой такая скука. Отстой вообще. Прикольный финал. Красиво было. Быть взрослой такая скука. Все как тебе? Хорошая серия. Да, куда же Как Россию будто- показали. Вон как будто были другие лучше. Я скажу так, здесь вообще, в принципе, антагонистов, ну, вот проработанность антагонистов очень сильно хромает. Этого взять, прошлой серии взять. Тут реально вот из антагонистов музыкант был там нормальный, то, что он хотел через музыку захватить мир. Типа, мне кажется, идея была норм. Да, но там его продюсер это все. Ну, я про продюсера, это же он хотел сделать, не пацан. Вот, а здесь, что в прошлой серии с рыцарем, они такие, типа, слабенькие. Типа, план есть, но мы как будто его не доработали, вот, ощущение складывается. А так, ну, опять легкая, прикольная серия, вот, и... Что-то я еще хотел сказать. Короче, надеюсь, что антагонисты дальше будут все-таки получше проработаны. И интересен тот факт, что если бы в реальной жизни были бы такие чудики, как вот показывают в каждой серии Totally Spice, миру бы был уже полный звездец уже давно. Вы представляете? Вот я объясняю вам ситуацию. Взрослые люди, полицейские, врачи, пожарные и другие нужные профессии просто становятся детьми и не работают. Все, просто сотни, если, ну, наверное, тысячи смертей в день просто становится больше. Так и в прошлой серии. Вот этот с рыцарем с телепортами, он убил там каких-то средневековых людей из прошлого. Эти люди были какими-то значимыми людьми в будущем. Они тоже все пошло не знаю куда, и пошло-поехало, все меняется. Ну, был бы, да, звездец. Хорошо, что мы это смотрим только в мультике. Да уж. Спасибо за... Ты все? Да. Спасибо за Я ничего просмотр. не сказала, но мне серия понравилась в целом. Обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серии, как тебе реакция. Залетай в Телеграм, у нас там общение, анонсы. Подписывайся на Бусти, ранний доступ, эксклюзивы. И увидимся с тобой в следующей серии. Всем пока. Пока-пока.